Привет, ребят, меня зовут Алекс, и это YouTube канал Shiny Boy. Если хотели поесть под это видео, то, к сожалению, не получится в этот раз. Я думаю, что многие, кто интересуется японской культурой, заметили, что в Японии есть некоторый культ дерьма. Не то чтобы культ, просто японцы относятся к этому довольно спокойно. Пока я готовил это видео, я повидал некоторое дерьмо. Сколько раз это слово будет в этом видео звучать? Наверное, очень много. Самые разные виды дерьма, разные формы дерьма. Музей какашек, японское общество любителей какашек и, конечно же, эпоха Эдо. Об этом всем мы поговорим в этом видео. Я думаю, что многие сталкивались с проблемой смыва в разных странах. На этом базируется своеобразный японский юмор. Некоторые говорят, что японцы не воспринимают юмор, не воспринимают сарказм. Это на самом деле не так. Меня тоже об этом много спрашивали в Телеграме. Это очень важно, ребят. Если вы едете в азиатскую страну, имейте в виду, что смыть иногда очень сложно. Так мы обратимся к эпохе Эдо. Почему же японцы так относятся к дерьму? В эпоху Эдо человеческие экскременты использовались в качестве удобрения. Это звучит, конечно, сейчас дико, потому что есть распространенное мнение, что человеческие экскременты не подходят в качестве удобрений. На данный момент они не используются, потому что, противно просто, наверное. В то время в Эдо это в прошлом Токио, не было, конечно же, никакой канализации, но люди, естественно, срали, потому что без этого никак, к сожалению. И куда-то надо было это девать. К тому же в Эдо на тот момент проживало более 1 миллиона человек. Это очень густонаселенный город на тот момент во всем мире. Один из самых густонаселенных. Дело в том, что все стягивались в Эдо из других мест для того, чтобы, развивать свой бизнес, в том числе и бизнес какашек, да. Были такие специальные люди, которые собирали дерьмо и продавали его. Поскольку людей было много, нужно было много выращивать риса и разных овощей, и, естественно, почва не успевала прийти в себя после предыдущих посевов и сборов, поэтому нужно было удобрять. И эти люди ходили по разных местам и собирали дерьмо, и как-то его потом продавали. Самое интересное, что, во-первых, это было очень дорого, то есть довольно-таки нормально был бизнес, прибыльный, но не менее удивительно то, что дерьмо все распределялось по рангам, то есть было высокоранговое, было среднее и так далее. То есть всего было 4 категории. Сейчас я их оглашу. Самые высокоранговые отходы назывались кинбан. Это были отходы людей, феодалов, которые жили в замках. Люди, которые были очень богатые. Это не потому, что они богатые, их дерьмо считалось очень крутым, а потому что они ели более здоровую пищу. Там было больше витаминов, всяких минералов, и поэтому их дерьмо считалось более качественным для того, чтобы использовать в качестве удобрения. И такое дерьмо продавалось очень дорого. Естественно, доступ к такому дерьму был у немногих. Один из этих людей, Кунширо Касай, и он сколотил целое состояние на продаже феодальского дерьма. Но дело в том, что на самом деле оно было не очень высококачественное, потому что люди в местах, в которых он собирал это дерьмо, на самом деле очень часто пользовались косметикой. И, соответственно, их экскременты содержали очень много тяжелых металлов из-за косметики. Следующий ранг дерьма. Цуджигоэ называется. Цуджигоэ — это дерьмо из общественных туалетов. Общественные туалеты, кстати, в Японии появились довольно давно. Согласно Коджики, старейшей книге по японской истории, в период Нара туалеты назывались кавая. Они располагались на берегу реки Кава, река Кавая, то есть кабинка на берегу реки, так и есть. И в итоге это слово преобразовалось в слово кавая, которое пишется по-другому и означает туалет на данный момент. Но это теория, то есть это не факт, конечно, мы не знаем. Следующий уровень дерьма — это мачигуэ. Это, в общем-то, туалеты из обычных многоквартирных домов, всяких обычных крестьян туалеты. В тот момент цена вот этого мачигуэ, есть только цена мачигуэ, к сожалению, вот сколько стоили великие какашки, мы не узнаем. Одна лодка такого дерьма стоила 100 тысяч йен на нынешние деньги. Следующий уровень ниже, таракоми. Прикол в том, что здесь у нас была борьба говна с мочой, то есть, вот это вот фекалии перемешивались с мочой и в больших количествах. Бодяжное было. Ценилось не очень. Оно было самое дешманское. Поясики — это экскременты людей, которые сидят в тюрьмах. Размер рынка на тот момент составлял 800 миллионов йен. Еще некоторый неприятный момент, связанный с перевозкой фекалий, состоит в том, что они перевозились вместе с сырыми овощами. То есть на одной лодке перевозили сначала говно в один город, допустим, и оттуда уже в обратную сторону везли овощи на той же самой лодке. Поэтому это очень сильно повлияло на то, что в этот период японцы не слишком любили есть сырые овощи, потому что они, соответственно, имели некоторый запах. Со временем, конечно, стали и салатики всякие есть, и все остальное, потому что сейчас уже все это не происходит таким образом в Японии. Чтобы вы на всякий случай знали, что это было давно. А то сейчас, знаете, как любят вот эти вот всякие блогеры рассказывать: в Японии сделали бургер из говна. Не все так просто.
Японцы до сих пор говорят, что говно как бы надо что-то с ним делать, потому что просто смывать это не прикольно. Потому что надо как-то использовать все-таки этот ресурс. Раньше же в эпоху Эдо они же использовали, надо вот брать мудрость от прошлого. Честно говоря, я не вижу разницы, вот коровье дерьмо или человеческое. Ну, мне кажется, все равно все это использовать в качестве удобрений немножечко странно, когда есть уже сейчас химические удобрения. Химическое, конечно, намного лучше. Фермеры также японские говорят, что сейчас очень сложно купить удобрения, потому что такая ситуация в мире, что удобрения стали немножко дороже, не немножко, а дохренище дороже. И они выражают некоторые сомнения по поводу будущего своего фермерского и думают, что, возможно, даже придется использовать в качестве удобрения такие вещи. У нас тоже был дачный участок, и из соседского участка вот часто доносились такие вот великолепные запахи. Ну, короче, да. Скорее всего, на продажу выращивали, не для себя точно. В период с Мэйджи по Тайсё появились уже химические удобрения, и постепенно вот удобрения биологические стали использоваться меньше. Но не до конца. И только в 1950 году, это эпоха Сёва уже, запретили использовать говно в качестве удобрений. Но возник другой вопрос, а что с ним делать? Потому что это все просто сливалось в реку. Со временем реки стали очень загрязнены, у людей появились всякие разные заболевания в связи с этим. Ну и вообще, в принципе, было неприятно, я так думаю. Тогда в 1955 году разработан был законопроект о канализации, то есть пересмотр, вернее, законопроекта о канализации, стали строить настоящую нормальную канализацию, всякие очистительные хрени. Дерьмо не просто сливалось в реку, а сначала оно очищалось. На данный момент в Японии очень много всяких очистительных учреждений. На выходе появляется чистая вода, которую потом сливают уже в реки. Поэтому в Японии сейчас очень классная канализация, очень классные туалеты, чистые. Большое внимание уделяется также промыву жопы. Я думаю, что вы знаете, что японские унитазы — это легенда. У них много кнопочек. Они не просто ограничиваются кнопочкой промыв или кнопочкой биде. Нет, можно нажать кнопочку звук воды, чтобы человек не стеснялся, не смущался, когда производит некоторые биологические звуки. Стрёмный момент, когда ты включаешь специально. Но, честно говоря, один раз я, наблюдал, знаете что? Я зашел в туалет, ну, в Японии, да, общественно. Там обычно всегда чисто, чаще всего. Вот кабинки стоят. И после кабинки было такое пространство, типа там должна была быть кабинка, но ее нет. И знаете, что там было? Там была навалена куча. Короче, кто-то не успел. Можно, конечно, там, писсуары есть, но это, наверное, край уже, на пол. Напишите, что об этом думаете. На тему вот этих вот похождений в эпоху Эдо есть замечательный фильм, который называется «Сэкай но Окику». Как раз вот период Эдо, последние годы, рассказывается там о юноше, который занимался как раз этой профессией, и он перевозил удобрения из Эдо в Чибу. Ну, Чиба это, в принципе, сейчас тоже более-менее Токио. Ну, вот очень близко. На самом деле, все эти общественные туалеты действительно сохранялись очень долго и в послевоенное время. Были туалеты с дырками, и такой момент также описывается в книге, которая называется «Тотто-чан у окна», автор Тэцуко Куроянаги. В принципе, она писала свою жизнь, свое взросление. Это рассказ о девочке, которая имеет нечто похожее на СДВГ. Конечно, на тот момент никто не знал, что такое СДВГ. В общем-то, у нее были некоторые проблемы с развитием, поэтому ее повестили в частную школу, где разрешалось многое. И есть такой момент в этой книге, где она уронила свой кошелек в туалет, и чтобы его найти, она начала руками разгребать все эти массы и составлять какие-то там, горки специальные из этого. Ну, игрища, скажем так, как в песочнице. Интересный факт про дефекацию в эпоху Эдо. Считалось неприличным, если в одном помещении, скажем так, в одном туалете испражняются человек высокого ранга и человек низкого ранга. То есть нельзя было так делать. Если там кто-то из феодалов какает, то ты сиди и жди. А также часто бывало, что дрались за дерьмо феодалов, то есть буквально так это «я нашел какашки феодала, не трогай». Я могу сказать, что я очень рад, что я родился в эпоху, когда есть туалеты со смывами. Забавный еще момент, как выглядит канджи говно. Состоит из двух элементов. Верхний элемент часто используется в описании каких-то частей тела человека, то есть связано с телом человека. А нижний канджи, нижний элемент — это рис. Ну, в принципе, да, логично. То же самое касаемо и мочи. На этом, конечно, все это не ограничивается в Японии. Как мы знаем, дети очень любят прикалываться по поводу всяких какашек, и это для них смешно. Японским детям это тоже не чуждо, конечно. Поэтому в Японии недавно стал очень популярен сборник упражнений канджи, который называется канджи дрил. Унко канджи дрил, конечно. Унко — это значит говно. В этом сборнике примерно 3000 предложений, и во всех них использовалось слово «какашка». Примеры звучат так. Детская площадка завалена какашками, поднятие фекалий на вертолете и транспортировка. Что-то такое, короче говоря. И поскольку им смешно, они хотят заниматься. Поэтому данный учебник стал очень популярен. Среди детей в Японии они даже просили родителей купить, естественно, маленькие дети. Но это, конечно, надо иметь мегамозг, чтобы составить 3000 примеров и все с дерьмом. Сам автор этой книги, Юсаку Фуруя, ему 40 лет, говорит, что когда он составлял все эти учебники, он был в состоянии подобном трансу, словно одержимый богом какашек. А бог какашек
какашек мы немножко попозже поговорим. Конечно, он есть, да, безусловно. За 2 месяца было продано почти 3 миллиона копий. Ну, конечно, было гораздо больше примеров, потому что некоторые примеры не выдержали цензуры. Например, вот тебе повезло, что ты посмотрел на свои какашки сверху вниз. Но здесь некоторые намек на то, что на себя никто не насрал, и радуйся. Этот момент не пропустили в детский учебник. На самом деле, это не первый учебник, который использует какашки. Были также известные книги «Могу ли я какать один?», автора Юнчи Кимура 1989 года. Также «Все какают» Таро Гоми 1977 год. То есть вам не надо много искать, чтобы найти какие-то примеры использования образа какашки в маркетинге. Как сказал вот этот блогер, мы живем в эпоху, когда можно продать все что угодно, назвав его какашкой. Поэтому в Японии даже существует музей какашек. Это настоящий огромный, красивый музей с различными комнатами для игр, для отдыха, для гейминга. А также есть специальный фотоугол, где вы можете фотографироваться в присутствии других какашек. Там очень много всяких разных товаров. Естественно, в форме понятно чего. У них есть специальный вот этот разработанный бренд таких вот интересных игрушечек, пушистеньких с хвостиками. Я максимально стараюсь не употреблять слово какашки. Но я стараюсь, да. На сайте музея говна написано, слоган, который я хочу зачитать буквально. Фотографировать какашки, влюбляться в какашки, нырять в какашки. Вы можете насладиться захватывающей игрой в дерьмо. Музей находится на Одайба. В 2025 году планируется открытие также в Нагое и на Окинаве. На самом деле, я бы с удовольствием посетил. Я однажды был в таком музее интересном в Японии. Я даже не помню, где он находится. Я ездил с другом, он, все это там разбирался. Он снимал блог туда, ему нужен был, оператор. Ну, меня взяли, как человека, который камеру держит. Это, кстати, друг физик, которого я ненавижу. Напиши в комментариях, если ты физик. Ребята, там такие были странные экспонаты. Очень странные. Я не знаю даже, как это описать. Если во время монтажа я найду какие-то картинки, я обязательно вставлю. Еще есть игровые автоматы, там, 90-х годов. Вот очень такие старые какие-то экспонаты. Еще жуткие куклы какие-то. Так что же говорят эксперты? Эксперты по дерьму. Что же они говорят? Почему дети любят смеяться над какашками? Я думаю, что очень много детей пришло на это видео. Ну, привет, дети, посмеемся вместе. Доцент педагогического университета МИЭ Шохей Томита говорит, он написал, кстати, статью «Развитие вульгарного смеха у детей». Он говорит о том, что дети смеются, потому что у них еще не сформировалось чувство юмора, но они хотят смеяться вместе со своими друзьями, и надо что-то смешное сказать, и первое, что приходит в голову, это «какашки». Кстати, я один раз снимал русскоязычную пару в Японии, фотограф я был. У них были дети тоже славянские, скажем так, но они уже выросли в Японии, и знаете, в чем прикол? Они бегали во время всей фотосессии между кустов, между деревьями и кричали «унко-чинко». Я тоже таким же был ребенком. Потому что, когда люди растут, у них сформируется уже чувство юмора, и они считают такие вещи вульгарными и неприемлемыми. А для детей это не глупо, это и смешно. По его замечаниям, также девочки гораздо раньше перестают этим заниматься, а мальчики продолжают вовсю. Также еще связано это тем, что когда ребенок учится какать самостоятельно, он испытывает некоторую гордость от того, что из него что-то вышло, и он, естественно, об этом сообщает родителям периодически. Напиши в комментариях, если ты так же делал в детстве. Мама, я покакал. Также у них проявляется некоторая привязанность, так написано было, да, привязанность к какашкам, потому что они вышли из их тела. А поскольку у детей в этот период развивается большой интерес к изучению своего тела, то вот таким вот образом, видимо, это часть меня, знаете, как, я не буду сравнивать, все мы с кого-то вышли, не удержался все-таки. Современные японцы не хотят делать из этой темы табу, и одна из причин заключается в том, что дети должны развиваться таким вот образом, то есть изучая все вокруг. Очень часто в школах происходят такие ситуации, когда ребенок не может сказать учителю, что он хочет посрать сходить. И возникают некоторые непредвиденные ситуации. У меня, кстати, подруга рассказывала. Мы уже не друзья, поэтому можно рассказать. Да, ребят, не дружите со мной, потому что все ваши истории потом будут в моем видео. У нее была какая-то олимпиада, она сидела на олимпиаде, и вот ее, подошло. Подошел тот самый момент. Я так не понял, почему она не вышла. То ли она стеснялась, то ли что-то. Произошел подлив. У всех были ситуации такие в жизни, наверное, да? А также это связано с тем, что когда у ребенка уже какие-то странные вещи происходят с телом, то он тоже не может об этом сказать, потому что ему родители в свое время говорили, так нельзя говорить, не говори об этом, это неприлично. Поэтому и существует японское общество какашек. Так оно и называется. Унко Гаккай. Что написано на сайте сообщества, я тоже зачитаю буквально. Мы стремимся создать общество, в котором будет естественно говорить «я собираюсь покакать, учитель». Там очень много всяких рофлов, я наскринил, поэтому я закину все это в ТГ, чтобы поржали. Например, «я еще могу быть полезным, говорит текущая какашка». Это добровольная организация, которая занимается просвещением людей относительно всяких разных заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом. Типа рака кишки. Там все волонтеры, то есть они никакие деньги за это не получают. Там собралось очень много разных людей, там художников, каких-то артистов, может быть, даже мувимейкеров, которые занимаются тем, что просвещают людей о таких разных болезнях и о том, что не надо стесняться этих вещей, что если у тебя проблемы,
с твоей жопой, то нужно идти в больницу. Я думаю, что очень многие стесняются таких вещей. Это там же, не знаю, пойти в магазин, попросить средства от геморроя, пока там совсем все плохо не станет. Ну вот японцы решили не терпеть. Сайт, конечно, смешной, но они делают хорошее дело. Унко Гаккай. Можно стать волонтером и тоже как-то помогать им. Я не знаю, есть ли в каких-то других странах компании, которые называются какашка или говно, но вот в Японии есть. Кабушики Кайся Унко. Называется компания «Дерьмо». Они занимаются тем, что производят различные товары в виде какашек, и, в принципе, они гордятся собой, проводят всякие разные фестивали, связанные с этим. Очень много разных интересных товаров у них, и я думаю, что в принципе, сейчас доступно стали очень много товаров в виде какашки, потому что в последнее время это очень распространилось по всему миру. Естественно, это все пошло тоже из Японии. И каким-то образом вот эта вот какашка в одно время стала, не такой уж противной, даже милой. Япония не гнушается того, чтобы делать сладости в виде какашек. Например, вот это вот ужасное унко-каре. По идее, это индийское карри, но японцы немножко по-другому его делают, поэтому это уже можно сказать, что culture appropriation, конечно же, что это уже японское карри. С индусами я работал, на заводе, и он очень сильно возмущался по поводу японского карри. Он говорит, что это выглядит как дерьмо. Честно говоря, когда я видел настоящее индийское карри, вот если сравнить, вот разница небольшая на самом деле, просто цвет другой. Скажем так, разный сорт. Тоже что-то навалено сверху риса и все. Да, я пробовал индийское карри, я пробовал японское карри, я скажу, что мне понравилось больше японское. Индийское слишком острое, и вообще какое-то жидкое все это дело. Если уж есть нечто такое похожее на это самое, то не такое жидкое. Мороженки в виде какашек. Это замечательно. Да, если мы добавляем глазки к чему угодно, это становится очень милым. Какашка вошла в японское общество, вот этот масс-маркет, и она не собирается оттуда выходить пока что. То есть у нее сейчас самый пик. Я думаю, что все-таки это хорошо, больше хорошо, чем плохо, что японцы не стесняются в таких вещах говорить. Во всяком случае, это избавляет очень многих людей от комплексов и от всяких разных неловких ситуаций, во всяком случае. Всегда можно пошутить. Но с другой стороны, вот когда я жил с другом физиком, это было недолго. Потому что этот человек не стеснялся всякие такие темы разговаривать. Каждый раз, когда он собирался идти в туалет, он говорил: я сейчас иду срать. Вот держи в курсе. Итак, мы дошли до дерьмодемона, то есть до бога говна. Изанами и Изанаги, тоже боги. Когда Изанами рожала бога огня, то она умерла, потому что это было сложно. И когда она умирала, у нее всякие были разные выделения из тела, из этого появился вот бог Ханьясу Бико. Таких храмов, которые поклоняются богу какашек, в Японии довольно много, они называются храм Ханьясу. Поэтому если вы планируете помолиться богу какашек, чтобы у вас не было запоров, а именно такие люди туда идут, то обязательно езжайте в храм Ханьясу. Вообще лучше к врачу сходить. Есть также образовательные видео, их очень много на YouTube, от японцев именно, которые рассказывают, как правильно какать. Это тоже очень важная тема, потому что очень многие до сих пор не знают, как это делать. Я считаю, что это основа основ, потому что если вы делаете это неправильно, у вас вылезет геморрой. Многие склонны сидеть часами в туалете, что-то из себя выдавливая, но нужно сделать, как говорит вот этот человек. Образовательные видео — это всегда очень хорошо, тем более для детей. Для детей их тоже очень много, именно связанные с тем, как вот ходить самостоятельно в туалет, что потом делать, чтобы не обмазываться. Это все, конечно, сопровождается красочными, яркими картинками, изображающими физиологические процессы, а также всякими разными героями, которые похожи на какашек, вернее, являются какашками. Также у меня есть видео, связанное с этой темой, про то, как люди странно чувствуют себя в книжных магазинах. Феномен Марика Аоки. Заходите в мой Телеграм, задавайте вопросы, общайтесь с другими подписчиками в приятной атмосфере. Я снимаю видео только на YouTube канал. Только на этот. Если вы смотрите мои видео на каких-то других площадках, значит оно уперто, бесстыдно, безжалостно и безвозвратно. Если вы это заметили, нажмите кнопочку «Пожалуйста». Если вы хотите меня поддержать, смотрите мои видео только на YouTube. Все, пока.